Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами посмотрим бой на танке 10 уровня Foch B. Это очень мощная французская ПТшка с хорошим лобовым бронированием, классным барабаном и очень большим потенциалом урона. В этом бою игрок нанесет реально большое количество урона. Бой должен быть интересным. Признаюсь вам честно, я реплей еще не видел, то есть смотрю с вами сразу в реальном времени, так сказать. Чтобы не терять время на монтаж, на все такое, будем смотреть сразу, скажем так, сразу и полностью, да. Карта у нас Live Ox, у нас очень много тяжелых танков, сверхтяжелых, то есть 2 сотки. Это очень классно, то что можно выбивать большое количество урона. Светится сразу FV4005, засвечивает его союзная наша Т-100ЛТ, с которым они, кстати, во взводе. У него 6 снарядов, каждый из которых имеет 400 единиц урона. Это вообще неплохо. Играет он у нас на голдовых расходниках, также на голдовых подкалиберах. Пробитие 325 мм. По бронированию машины у нас довольно крепкая рубка, но очень слабая вот это вот стереоскопические приборы наблюдения. Потому что в них, они, во-первых, огромные, во-вторых, в них забрасывают с уроном всегда. Поэтому надеяться на то, что в прицельной дуэли вы кого-то там перестреляете и вас не пробьют взамен, не стоит. Потому что все знают, куда пробивать фаша. И вот это вот огромные эти олени рога на крыше, они вам будут всегда мешать. Потому имейте это в виду при дуэлях. Этот танк очень хорош на второй линии, то есть когда есть союзники, которые имеют приоритет огня на себе, а из-за их спин вы уже, соответственно, и настреливаете. То есть это важно, имейте такой момент у себя в голове, когда выбираете позицию на этом танке. Он занимает позицию в центре карты, это линия 4-5G. В принципе, правильный абсолютно прострел. Здесь очень часто стоят ПТСАУ противников. Так, сейчас переключим. Вот, где у нас светилось 40.05. Катается красный вражеский ЕБР. 40.05 находится за зданием. Также ПТшки любят занимать. Вот здесь еще позиция. ЛТшка умирает, просто ничего практически не добившись, к сожалению, поскольку играл слишком агрессивно. Видим, что на правом фланге идет мощная такая дуэль. Конкурент против ТВП. Помочь Foch не пробивает ТВП. В принципе, это нормально у нас. Быстро разряжается барабан, комфортно. Получает засвет где-то вот с этого фланга. Где-то в этой стороне стоит ЛТшка. Пока непонятно, ЕБР это или Т-100ЛТ. Нет, Т-100ЛТ дальше, значит где-то здесь ЕБР находится. У него, как видим, 2 отметки на стволе. То есть парень видно, что хочет получить 3-ю отметку. Плюс у него, если я не ошибаюсь, камуфляж, который получается за ранги или за глобалку. Ну, какой-то серьезный камуфляж, прикольно выглядит. Решает переехать. Скорее всего, переезжать будет на первую линию к нашим тяжелым танкам. Ну, в принципе, это правильно, поскольку здесь никакого настрела нет, а ехать сюда слишком долго и далеко, открываться, объезжать, нет никакого смысла в этом. Пока бой развивается довольно-таки скучно, но я вам говорю, не переключайте. Здесь будет большое количество урона, и скорее всего весь этот урон будет сейчас происходить вот здесь в городе, поэтому давайте посмотрим. Итоги боя обязательно также прикручу, чтобы вы видели, кто как сыграл. Поскольку мне многие ребята, кто меня смотрит, говорят о том, что нужны итоги боя. Многим интересно посмотреть. Все время забываю. Так, чуть ниже нужно брать. Первый. Второй. Без проблем разряжает барабан в НЛД сотки. Тем более голдовый. 1974 урона. Без одного снаряда был бы еще один, было бы 200. 2200 урона. Ну, такой вот комфортный фош-танчик. Уходит на КД. Не знаю, как вы считаете, друзья, но я считаю, что танки с барабанами это очень мощная техника в ровных руках. То есть можно создавать нереальные просто моменты, когда вы вкатываете там 3 шотника, добираете их, все это круто выглядит. Поэтому в барабанах сила. Я вам также напоминаю, что у меня много разных роликов есть на ютубе, и если вам нравится данный контент, вы можете подписаться, поставить лайк, и таким образом мне будет приятно. Буду делать больше роликов для вас, поэтому буду благодарен. Смотрим дальше. Счет у нас пока что 4-5. Команда красных лидирует по ХП на 3000.
Раш от вражеского объекта 260. Дает ему раз в борт. Не светится. Ага, нет, все-таки получается свет. Также дальше немного есть бэджер. Объект 780, новая имба. Ловит на каток. Хорошо, разряжает второй. Третий. Ну, 780 приехал, это его конечная. Отлично. Два, в принципе, полные барабана разрядил. 4700 урона есть. Как видим, Фош способен набивать большое количество урона с барабана. То есть это стоит учитывать. Он также танканул один раз на 750 Е100. Тот, скорее всего, попал ему в щеку, откуда срикошетил снаряд, поскольку если бы попал сюда, в эти рога, вряд ли бы случилось непробитие. Более-менее выровняли счет. Зеленые отыграли хорошо на фланге, выиграли все. Кормой стоит к нему 260, пробивает ему через каток. Второй снаряд. Третий, еще раз на каток. Все, он умер. Остается два снаряда, нужно помочь с Бэджером, но Бэджер играет аккуратно в низине, поэтому да, верно, лучше пойти на КД. Взял также с собой 6 фугасов. Ну, мне кажется, фугасы в барабан это такое себе пробитие 65. Сейчас фугасы у нас, формула фугасного урона переработана, и от того надеяться на то, что фугас кого-то сильно очень разнесет, я думаю, не стоит. Раньше было как, кто не знает, напомню. Или просто объясню. Фугас раньше, если вам стреляли фугасом в плотную броню, урон фугаса притягивался в самое слабое место. Сейчас же разработчики переделали, и разрыв фугасный происходит в месте попадания. Странно, в борт не пробивает Бэджер. Третий удачный снаряд, четвертый. Пятый. И остается шотный Бэджер, это нужно делать таран, 100%. Отлично, добирает Бэджер, 4 фрага уже есть у него, 8120 урона. Как видим, бой на 7-й минуте начал, так скажем, набирать обороты. От того терпение вознаграждается всегда, да, как говорят. Поэтому смотрим дальше, не так много остается танков. Впереди еще Яга, практически фуловая, справа сотка. Сотку не видно, она за холмом. Нужно ехать на Ягу. Это потенциальный лакомый кусочек. В принципе, сотка не должна ее прикрывать, она находится в домах. Вот, влетает на Ягу. 1, 2, 3, 4. Яга отстрелялась, не пойми по кому, и забирает ее. 5 снарядов хватило, уходит на КД. 5 фрагов, 9867 урона. Лайвокс, это круто. То есть, довольно-таки настрельный бой. Конечно, опять же, не рекорд, где на 121Б парень размотал за 4 минуты 8000, но, тем не менее, тоже неплохой бой получается. Будет ехать на вражескую сотку, он фуловый, у него 1910 хп, в принципе, можно без каких-либо проблем танкнуть один выстрел. Я напоминаю в своем каждом видео то, что вам главное, играя в танки, не потерять очки прочности в начале игры, потому что это важно. Вот, доживая до такой стадии, вы можете спокойно размениваться и дополнительный урон набивать. Поэтому играйте сейвово, играйте аккуратно, чтобы у вас оставались очки прочности, это вам точно не помешает. Самому ехать вперед нельзя, поскольку поехала вражеская ЛТшка, которая может обойти в спину, и Фош это ПТшка без башни. Сбросить ЛТ со спины точно не получится, от того стоит очень аккуратно продумывать свое дальнейшее движение. Если враг не один, то лучше подумайте дважды, стоит ли туда ехать вообще. Решается все-таки ехать. Пробиваются красные по флангу. Оттеснили немного союзные войска. Хорош, сотка стояла, загулялась здесь. Второй выстрел. Третий. Четвертый уходит в ЛД. Вот сейчас поспешил, добирает. На этот раз сотка пробивает. Пробивает в НЛД, оно небольшое, конечно, но в упоре выцелить его не составит никаких проблем, да. Поэтому он поспешил с выстрелом. Если бы не дернулся у него прицел и выстрел у сотки не ушел повыше в ЛД, то он бы его добрал раньше и не получил бы урон. То есть всегда нужно иметь холодный расчет такой в голове, чтобы эмоции у вас никакие не отвлекали, не было нервов. Хочет помочь союзной сотке.
ЛТшка будет очень мешать, еще есть ЕБР, который очень верткий танк, неприятная цель, сам против них часто играю и плююсь, потому что это машина, в которую довольно трудно попасть. А еще учитывая его размеры колес по бортам, часто эти колеса съедают урон, что вдвойне неприятно. Против них еще есть, конечно же, FV-4005, которая может одним попаданием закончить для фаша бой. Поскольку там хэш-фугасы такие крепкие, что его сваншотят без проблем, особенно если это будет борт. В лоб не факт, конечно, но в борт точно поставят точку в этом противостоянии. Решил задержаться между домами на этой позиции, где-то светится ЛТшка, светит его точнее. Здесь очень опасно, с этой стороны могла бы ФВшка прокинуть, пока непонятно, где она находится. Она светилась последний раз на базе в квадрате А0. Пока ситуация боя довольно-таки скучная. Светится перед ним ТСТ-ЛТ. Сходу дает, не попадает. Вторым выстрелом ставит на каток, а третьим уже добирает. Пробрасывает по нему Леопард 429. 665 хп остается. В принципе, я думаю, для флешки он остается шотным. Даже если в лоб флешка ему забросит, это будет смертельно. Еще остался Ебрик, который вряд ли здесь сможет объехать. Он либо ушел назад, либо в городе катается. 3 танка остаются, всего 1200 хп остается у вражеской команде. Команда это на самом деле немного, в принципе, пол барабана еще. У него 12312 урона. 7 фрагов. Ну, я думаю, это бой точно на первую степень. Хотя, скорее всего, это будет мастер. Соответственно, потому что урона действительно много. Считайте, он в этом бою и сделал основную львиную долю урона. То, что хорошо минусовал танки. Светится вражеская ФВ. Ее нужно добирать. Союзники сразу ставят точку на нем. Лео. За зданием пока не видно. Добирают Леопарда. И остается всего лишь юркий ЕБР, которого также, я думаю, заберут без каких-либо проблем. Будем надеяться, что его заберет Фош. Решает объехать. Видимо, ЕБР все-таки прорвался вот по первой линии. И, возможно, поедет в объезд. В принципе, это логично. Если вам понравился этот бой, ставьте пальцы вверх. Оформляйте подписку. Нас уже 40 человек, что не может меня не радовать, поскольку, когда я начинал этот канал, не думал, что вообще кто-то будет подписываться. Но мне приятно. Спасибо всем, кто подписался, ребята. Будем дальше развивать контент. В работе есть несколько видео по прем-танках. Хочу сделать какое-то такое, знаете, интересный контент, поэтому пока продумываю о том, как это будет выглядеть. Вот то, о чем я говорил, Юрки ЕБР это очень неудобная цель. Очень быстро заходит, пробрасывает. Будем надеяться, союзники доберут. И везет ему, добирают союзники. А также база захвачена. 2 в 1. До новых встреч, ребят. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.